Здравствуйте! Сегодня тема нашего разговора – контрольные в учебнике Сорока. Ну, мне кажется, не надо вам объяснять, для чего нам нужны контрольные. Это, конечно, контроль, усвоение материала. Давайте поговорим, как с этим обстоит в учебнике Сорока. Я, кстати, об этом писала и говорила многократно, но вопросы продолжают поступать, поэтому я хочу, чтобы вы послушали то, о чем я говорю. Контрольные у нас находятся в конце книги для учителя. В каждой книге для учителя есть в самом конце 3 контрольные работы. Их нужно проводить после 5, 10 и 15 урока. То есть курс разделен на 3 части, и в конце каждой трети мы проводим контрольные. Эти контрольные удобно очень оценивать, потому что здесь для каждого пункта есть свой номер, и вы просто пишете, оцениваете, правильно пункт это сделан или нет. 20 наборов, если все 20 ответов ученик сделал правильно, получает высшую оценку, но это уже зависит, какая у вас оценка. Тут, например, в США это A, там, B и так далее. Что я хочу сказать? Что контрольные также отдельно продаются на сайте sorokam.com. И если у вас уже есть книга для учителя, то отдельно контрольные работы вам покупать не надо. Это те же самые контрольные работы. Я их выделила в файл только потому, что не все работают с книгой для учителя. Но им всем нужны контрольные. Поэтому, если у вас есть книга для учителя, вам не надо покупать контрольные работы отдельно на сайте sorokam.com. Ну и как можно использовать контрольные работы? Конечно, собственно, как контрольные работы. Можно использовать как дополнительные упражнения, потому что я знаю, что у некоторых в школах или у некоторых преподавателей отчетный период не совпадает с моими контрольными, то есть им надо пройти, например, 5 уроков, или 6 уроков, 7 уроков, прежде чем сделать контрольную. То есть вы можете просто взять это, использовать как дополнительное задание, те же самые задания на чтение и письмо. Можно использовать как входной тест. Что я имею в виду? Вы, например, решили, что нет, мы не начнем с Сороки 1, там все слишком легко, мы сразу возьмем Сороку 2. Но здесь есть подводные камни. И чтобы узнать, ученики ваши способны освоить Сороку 2 или нет, вам нужно сделать входной тест, на определение уровня. И этот входной тест я вам предлагаю взять контрольную из Сороки 1, сделать ее, если они все сделали нормально, если там какие-то минимальные ошибки, то берем Сороку 2 и по ней занимаемся. Если вы решили, что все-таки ваши уже такие большие взрослые, что они могут заниматься по Сороке 3, то же самое, берите контрольную из Сороки 2 и смотрите. Справляются? Замечательно, идем на Сороку 3. Не справляются? Возвращаемся, изучаем Сороку 2. Далее. Конечно, контрольные работы у нас проверяют только чтение и письмо. Если вам нужно проверить, как ученик понимает и как он разговаривает, то возьмите что-то другое. Например, возьмите, в игру с ними поиграете, послушайте, как они реагируют. И еще такой очень важный момент. Нужно контрольный проводить отдельным уроком. То есть не пытайтесь совместить урок и контрольную. Лучше сделайте контрольную, проведите контрольную. Потом, если у вас останется время, вы просто там поиграете как-то или что-то. Лучше поиграть, конечно. Лучше собрать те игры, которые у вас там накопились за все время изучения Сороки, и в них поиграть. Еще раз обращаю ваше внимание. Контрольные в Сороке есть. Те же самые контрольные есть в книге для учителя и продаются отдельным файлом sorokam.com. Поэтому... Если у вас есть книга для учителя, вам не нужно покупать отдельно контрольные, помним. И помним, что нужно анализировать контрольные, мы помним, что ошибки – это точки роста. Ошибки нужно постоянно анализировать и смотреть, как их избежать в дальнейшем. Всего вам хорошего, хороших вам контрольных.